Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня мы покажем вторую часть нашего шоколадно-ванильного спа. В прошлой серии мы делали пилинг ванильный, очень вкусный, очень приятный. Сегодня мы делаем шоколадное обертывание своими руками. И сегодня у меня Алиса. Привет. Привет! Проходи в кабинет. Смотри, верх можно здесь повесить, верхнюю одежду. Да, спасибо. Надо обязательно за клиентом ухаживать. Это может делать мастер, это может делать администратор в вашем салоне, где вы работаете. Если администратора нет, тогда делаете вы сами. Естественно, предлагаете клиенту чай, кофе, если он в ожидании находится, а вы куда-то отошли, или после процедуры уже. Провожаем клиента в кабинет, ведем его за собой. Предлагаем пройти первому. Здесь можно будет раздеться. И сейчас будем начинать. Итак, вторая часть нашего шоколадно-ванильного спа. И из чего мы будем делать шоколадное обертывание? Не секрет, что существует на нашем рынке достаточно большое количество брендов, которые предлагают шоколадное обертывание, и цена их совершенно разная. Но по сути основу шоколадного обертывания составляет какао-порошок. Могут быть различные масла для увлажнения и питания кожи, могут быть различные, туда добавлены аминокислоты и так далее. Может быть большой состав. Но я использую сегодня достаточно простой состав, который будет способствовать выработке эндорфинов у клиента из-за запаха очень приятного. Также я этот состав буду обогащать маслом кокосовым для лучшего питания кожи. Я беру обычный какао-порошок. В некоторых брендах используется обычный какао-порошок, и они его продают под видом шоколадного обертывания с названием экологическое шоколадное обертывание. Поэтому это натуральный продукт, ничего в нем нету аллергенного, то есть никакие компоненты здесь. Его можно, конечно, было разрезать, но вот я решила его почему-то разорвать быстро. Высыпаю его. В миску и разбавляю горячей водой. Чуть-чуть добавлю сейчас кокосового масла туда. О, как неосторожно вышло, ничего страшного. Так бывает. Добавлю сейчас туда кокосовое масло, небольшое количество кокосового масла. Я стараюсь все выбрасывать, чтобы ничего не мешало мне. И, конечно, кокосовое масло должно быть уже в таком жидком состоянии, чуть-чуть, небольшое количество для лучшего питания. И разбавляю горячей водой. То есть у клиента создаются очень приятные эмоции от запахов, от пилинга ванильного, который мы делали в прошлой серии. Теперь от шоколадного обертывания. И в следующей серии мы будем делать спа-массаж по кокосовому маслу, не рафинированному, то есть с запахом кокоса. Вот оно достаточно сейчас густое получилось, но можно еще немножко его разбавить. Главное, чтобы оно не было жидким. Иначе его будет наносить очень-очень тяжело. Оно будет растекаться. Алиса у меня лежит уже на одеяле, который подогревается. Я приготовила термоодеяло. Постелила полиэтиленовую простынь для обертывания. Температура для шоколадного обертывания не должна быть высокой, как при антицеллюлитных обертываниях. 40-45 градусов будет достаточно. Клиент у меня лежит на спине.
Сейчас я буду наносить шоколадное обертывание. И если вы будете во время обертывания шоколадного делать массаж шейно-воротниковой зоны и зоны головы, помните, что на шейно-воротниковую зону вы обертывание на плечи не наносите, иначе оно потом будет пачкать волосы, это будет все неудобно, некомфортно. Ножку эту сгибаем ножку, ставим. Так я на заднюю часть голени наношу обертывание, на заднюю часть бедра наношу обертывание, ровно ногу, на стопы наношу. Очень приятный аромат. Есть его можно, естественно, потому что это натуральный продукт. Поэтому, если вдруг у вас останется большое количество этого обертывания, вы, в принципе, можете не ходить себе, не покупать обед. Можете его доесть за клиентом. Так же, как и сахарный скраб ванильный. А если это все смешать, сахарный скраб, да шоколадное обертывание, очень вкусно. Ножку поднимаем. Мой кот любит кокосовое масло, он его просто слизывает. Вот я не знаю, как насчет шоколадного обертывания. Поэтому если это животные, даже уже предпочитают в пищу, мне кажется. А животные, как правило, они экологические продукты выбирают. Ровно. Поправим чуть-чуть полотенчиком. То есть везде, на животик тоже наносим. Главное, чтобы оно теплое было. И тоже важно, как наносить. Если прохладное обертывание, и вы сразу шлепнете его на клиента, это будет не очень приятно. Поэтому неважно, теплое оно или прохладное, что не должно быть. Вы сначала подносите клиенту тыльную часть руки, легко касаетесь, и только потом начинаете наносить обертывание. Это тоже такой важный момент, потому что это помогает избежать неожиданных таких вот движений для клиента. Создает доверие, стабилизирует. Можно сказать, нервную систему клиента. Он не вздрагивает, нет никаких неожиданностей, поэтому это важно. Тоже на руки я все наношу. Как на спину наносить? Я прошу клиента сесть. Да, садимся. И так как я буду в процессе обертывания делать массаж шейно-воротниковой зоны в положении клиента, лежа на спине, я вот эту часть все оставляю без обертывания, то есть я не наношу. Ну вот я нанесла, сказала одну. Ну то есть если получилось у вас уже нанести чуть-чуть повыше, можно это просто все влажным полотенцем. Я думала пониже нанести, но вот. Так можно удалить остатки. Видите, как мастер говорит, одно делает другое. Ну, вот так достаточно эта зона, чтобы потом не испачкать клиента. Все, ложимся. Итак, друзья, я завернула Алису в обертывание. Температура, напоминаю, 40-45 градусов. Не нужно здесь добиваться эффекта, чтобы клиент вспотел, повысилась сильно температура тела, чтобы он как-то увеличилось число сердечных сокращений, чтобы клиент уже было невозможно в этом обертывании. Нет. Здесь больше направлено на релакс, на
восстановление жизненных сил, это обертывание, поэтому это все должно такое быть не на грани, а очень комфортное для клиента. Комфортная должна быть процедура, поэтому 30 минут 40-45 градусов. Можно меньше, можно 25 минут. Предлагаю Алисе сейчас сделать массаж головы, например, шейно-воротниковой зоны. И Алиса говорит, да. Ну, то есть все на самом деле любят очень массаж головы. Не буду я даже масло сейчас брать, буду делать на сухую, потому что многие клиенты не хотят, чтобы голова была в масле. Я для этого сейчас использую, у меня есть мой любимый стул, который регулируется, и амплитуда у него достаточно хорошо колеблется, то есть он очень высоко может подниматься и очень низко. Для массажа головы, конечно, мне больше использовать низкий вариант. Ну, смотрите, здесь мне будет уже неудобно делать, чуть-чуть голову приподнимаем, опускаем. Здесь уже будет мне неудобно делать массаж головы, потому что здесь не сохранен шейный лордоз, так как Алиса лежит уже голова утоплена вот в этом отверстии для лица. Что я сделаю сейчас? Такой момент. Алис, просто подними голову. Все, теперь опускай. Сейчас я попробую просто Алису подвинуть вместе с одеялом поближе ко мне. Вот так вот это делается. Да, и чуть-чуть голову еще подними, опускаем. Вот сейчас как раз мне будет удобно, и голова, она уже не сильно утоплена в это отверстие, поэтому можно шейно-воротниковую, еще волосы поправлю. Вот так вот. Спасибо. Так, посмотрю, что там. Вроде все нормально. Угу. Алиса говорит, что чувствительно очень. Должно быть чуть-чуть чувствительно, но не так, чтобы дыхание от боли замирало. То есть должно быть для клиента комфортно. Верьте клиенту, если клиент говорит, что чувствительно, значит делаем слабее. Такой массаж головы, шейно-воротниковой зоны, антицеллюлитной, лимфодренажной вы можете научиться делать, не выходя из дома, по моим онлайн урокам. Каждый урок длится 3-4 часа. Вы можете его прокручивать много-много-много раз и уже точно научиться массажу, получить сертификат. Вся информация на моем сайте, курсы массажа Ольги Бугановой. Так что оставляйте свои заявки, кто хочет приобрести онлайн обучение. За ушками. Это что? Что-то такое, как липома, как жировичок? С детства. Как жировички, да? Тогда я просто их обхожу. Бывает антипомы, липомы, их лучше обходить. Симметрично, да, интересно даже, почти симметрично. Но они не болят, ничего. Нет, такого не воспалялись. Я не замечаю, да, но вот знаю, что они с самого детства со мной. На УЗИ не делала ничего, да? Не смотрела, чтобы там можно как-то их удалить или нет, что-то? Нет, честно говоря, может быть, в детстве мне такое родители делали, но они даже не... Ну, просто не занималась этим вопросом, не беспокоит. Очень приятно. Да, массаж головы, он очень расслабляет, успокаивает. Клиенту сейчас тепло, запах шоколада. Опять же, если бы еще света не было, были бы свечи, как обычно я работаю, была бы музыка, был бы полный релакс. То есть как раз вот спа чем и отличается от обычного массажа, что мы обязательно должны воздействовать на 5 органов чувств. Не просто прийти в массажный кабинет к мастеру и сделать у него массаж при ярком свете, без музыки, в холодном кабинете, на какой-нибудь кушетке, которая накрыта. Так и бывает, я видела, накрыта просто обычной одноразовой простыней, без полотенец. А прийти в уютное место, где комфортная температура. Именно температура для того, чтобы клиент
когда он был полностью раздет, ему было тепло, а не для того, чтобы было комфортно мастеру работать и было прохладно. Именно чтобы было комфортно клиенту. Потом опять же запах в помещении должен быть приятный. Эфирные масла, то есть какая-нибудь аромалампа или что-то такое, какие-нибудь палочки. Вот мы уже создали температуру приятную, запах, включили приятную музыку. То есть уже звуковое оформление тоже направлено на релакс. Потом опять тактильный контакт. Руки мастера должны быть теплыми и не должно быть каких-то резких, быстрых движений. Можно клиенту предложить выпить какой-нибудь травяной чай, чтобы воздействовать еще на вкусовые ощущения. Чай или, может, воду с лаймом, с лимоном. И тогда у клиента будет такой полноценный образ, ощущение, полноценное удовольствие. И он к вам придет еще. Да, еще не раз вернется. Здесь тоже может быть ощущение, так вот мышцу сдвигая, и она немножечко там позвоночник. Да, нет, это не влияет. Если даже были грыжи, даже если бы была операция, и были бы титановые какие-то вот позвоночники. Бывает, из титана ставят, там что-то с позвонками делать, я просто не очень. То есть это просто сейчас на мышцы, да? Да, просто на мышцы, просто сдвигая мышцы. Она задевает друг от друга, и получается такой перекат. Из-за того, что она напряженная, ты чувствуешь как будто вот такой трык, легкий перекат. Вот она. Да, да, классно. То есть на позвоночник я никак сейчас не воздействую. Приятно, кстати, когда объясняют. Это вызывает доверие не просто когда мастер делает то, что он считает нужным, а когда он объясняет, и клиенту более понятно и доверительно, чем просто мастер делает, как он считает нужным. Я тоже люблю, чтобы отвечали на мои вопросы, чтобы объясняли весь процесс. Неважно, процесс чего это, массажа, стоматология, не знаю, там, строительство дома, что угодно. Так больше чувствительно. Классно. Вообще. За уши еще очень приятно, за ушки, но сразу не старайтесь делать движение слишком активным. Можно немножечко сначала поразминать ушную раковину и потом уже потянуть вверх, тоже очень приятно. Так. Мы продолжаем делать массаж, а вы ставьте лайки. Заходите на мой сайт, курсы массажа Ольги Бугановой. Проходите обучение, получайте сертификаты. Всем пока!